Киеве назвали несколько условий для начала переговоров о завершении войны. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявляет о позорном предательстве реальности, а в Грузии и Беларуси перипетии из-за выборов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеленский проехался по Шольцу и рассказал, когда будет готов сесть за один стол с Путиным, как изменился мир через 10 дней после выборов в США. Тот, кого обвиняли в срыве переговоров между РФ и Украиной, озвучивает план завершения войны. Что известно о новом заявлении Бориса Джонсона? Черной краской в лицо и деньги в избирательный фонд. Выборы и их результаты – одна из главных тем в Беларуси и Грузии. Чем все закончится? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Тема возможных переговоров между Украиной и Россией остается одной из главных на повестке у мировых лидеров. Главное, обсуждается, на каких условиях и когда Киев и Москва могут сесть за один стол. О том, что эти переговоры нужны, уже неоднократно заявлял избранный президент США Дональд Трамп. В РФ выдвигали свои требования, Путин в очередной раз их повторил в недавнем разговоре с Шольцем. Зеленский при этом, напомню, раскритиковал немецкого канцлера за такой контакт, заявив, что разговор может стать ящиком Пандоры, и в Кремле сейчас пытаются ослабить изоляцию России. Кроме того, Зеленский сделал новое заявление и признался, при каких условиях он готов к переговорам. Их несколько. За умов, що Україна буде не наодинці з Російською Федерацією. За умов, що Україна буде сильною, які можуть бути перемовини просто з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, і ми в тих умовах, яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це, я вважаю, що це на вході програшний статус цих перемовин для України. Це не про справедливе закінчення війни точно, і не про справедливий мир для України і всього світу. Тому, безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих перемовинах. О возможном завершении войны, переговорах, заявлениях Трампа, Путина и Зеленского, а также о том, насколько стремительно все происходит после выборов в США. Мы поговорили с известным политологом, членом Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины и Российско-украинского консультативного совета Владимиром Фесенко. Пока это только прелюдия. Прелюдия к будущим переговорам, которые, на мой взгляд, неизбежны, но которые будут идти очень сложно, противоречиво. И думаю, что не стоит ожидать какого-то быстрого, тем более успешного результата. Но Трамп стал, точнее, победа Трампа на президентских выборах в США стала катализатором ускорения международных процессов вокруг Украины, в том числе и главным образом по поводу темы переговоров о завершении войны между Россией и Украиной. Трамп, в отличие от Шольца, не хочет выглядеть просителем, не хочет быть лидером, который просит у Путина мира. Нет, Трамп хочет выступать с доминирующей позицией. Поэтому сейчас, видимо, будут согласовывать какой-то момент и какой-то формат, как сделать так, чтобы телефонные переговоры между Трампом и Путиным не выглядели как заискивание Трампа перед Путиным, как действия более слабой, более заинтересованной стороны. Тут нужно соблюдать паритет. А как вы считаете, каким будет итог переговоров для Украины и для страны, которая вторглась на чужую территорию? И каким вы видите завершение войны? Знаю, что нас смотрят в разных странах. Поделитесь своим мнением под этим видео. Это очень интересно. Мы все прочтем. По поводу переговоров Шольца и Путина решил высказаться и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На платформе X, бывший Twitter, он согласился с заявлением Зеленского о том, что такие переговоры с Кремлем открывают ящик Пандоры. Кроме того, Джонсон назвал условия, которые, по его мнению, могут привести к завершению войны.
Мы рискуем вернуться к ужасному франко-немецкому нормандскому формату, который ставил Россию и Украину на один уровень, как равных участников в якобы внутреннем конфликте. Это позорное предательство реальности того факта, что Путин развязал преступное и неоправданное вторжение, в то время как Украина является абсолютно невиновной стороной. Единственный способ положить конец этой войне – это решительно и быстро усилить позиции Украины. Напомню, что в РФ называют Джонсона человеком, который сорвал переговоры между РФ и Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году. Такие обвинения полетели в адрес бывшего премьер-министра из-за того, что в интервью украинскому телеканалу «1+1» глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил следующее, далее цитата. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать». После Арахамия уточнил свои слова, заявив, что заявление Джонсона было сделано после консультации Украины с западными союзниками, на которых обсуждалось, как противостоять РФ. А Джонсон при этом назвал чушью и российской пропагандой заявление о том, что он является тем, кто сорвал переговоры. Премьер Словакии Роберт Фицо винит в начале войны в Украине не Россию, а Запад. При этом он поддерживает гуманитарную и экономическую помощь Киеву, а также не против того, чтобы Украина стала членом ЕС, но никак не НАТО. Об этом сообщает «Голос Америки». Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может стать частью ЕС, но никак не может быть членом НАТО. При этом Фицо практически угрожает тем, что он будет всячески сопротивляться тому, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. По его мнению, это может привести к началу Третьей мировой войны. «Голос Америки» сообщает, что Фицо считает себя другом Китая и восхищается развитием экономики КНР, а также тем, что Пекин имеет некие достижения, учитывая глобальную позицию относительно стабильности и мира во всем мире. В Европе не согласны, что Китай – миротворец. В ЕС заявили, что Пекин впервые поставил России оружие для войны против Украины, и этому есть неопровержимые доказательства. Именно поэтому в Брюсселе теперь начинают говорить о необходимости ввести санкции против КНР. Об этом пишет издание ФАС. Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал изучить весь набор инструментов, которые могут быть применены в отношении Китая за поставку летального оружия. Боррель также считает, что с официальными лицами КНР необходимо провести переговоры, ведь в Пекине неоднократно уверяли, что нейтральны. Теперь же в ЕС заявляют, что Китай начал кормить зверя. Издание пишет, что дискуссия о санкциях находится на ранней стадии. Если говорить об оружии, которое китайцы могли поставить россиянам, то вероятно, что речь идет об ударных дронах. БПЛА могли разработать при участии китайских специалистов на территории Китая. Об этом ранее сообщало агентство Рейтер со ссылкой на данные разведок, и об этом пишет ФАС. О заявлениях Борреля и позиции Китая мы также поговорили с политологом. Подтверждение о том, что Китай поставляет летальное оружие России, таких подтверждений не было. И здесь американцы занимают достаточно осторожную, выверенную позицию, потому что оснований для прямых обвинений не было. То, что появляется, это информация, скажем так, о том, что отдельные китайские фирмы участвуют в сотрудничестве с российскими военными производителями, то есть могут быть некие совместные проекты. Но такая опасность, да, существует. Пока официального, подчеркиваю, официального подтверждения этой информации не было. Это первое обстоятельство. Второе. Жозеп Боррель уходит. И мы уже не раз видели, когда уходящие политики позволяют себе политические заявления, за которые они не будут нести никакой политической ответственности. Поэтому воспринимать заявление Борреля как подготовку Европейским Союзом санкций против Китая я бы не стал. Тем временем посол Китая в Вашингтоне заявил, что Пекин готов к тому, чтобы США и Китай были партнерами и друзьями. СФН утверждает, что КНР не планирует превзойти или заменить США на мировой арене, цитирует посла Рейтер. Черной краской в лицо за результаты выборов. В Грузии скандал после того, как Центральная избирательная комиссия официально провозгласила победу правящей партии «Грузинская мечта».
Оппозиционер Давид Киртадзе облил краской главу ЦИК страны Георгия Каландаришвили, обвинив его в фальсификации результатов выборов и пророссийских взглядах. Охрана вывела Киртадзе из здания, после чего его задержали. Известно, что ЦИК Грузии утвердил итоговый протокол парламентских выборов, согласно которому правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» победила с результатом в практически 54% голосов и при этом получила парламентское большинство – 89 мандатов. И, кстати, что вы думаете о сближении Москвы и Тбилиси? Напишите об этом в комментариях. Тем временем Лукашенко готовится к очередным выборам себя. В ЦИК республики, которая полностью подконтрольна режиму, сообщают, что в избирательный фонд Лукашенко по состоянию на 13 ноября уже собрали более 400 тысяч рублей. Это более 120 тысяч долларов. Трясут даже государственные учреждения. Белорусов заставляют жертвовать в этот избирательный фонд, который может формироваться, кстати, как и из собственных средств кандидата, так и из пожертвований. В то же время в преддверии этих так называемых выборов в Беларуси продолжаются обыски и арест граждан республики силовиками Лукашенко. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что белорусы взяты под стражу и обвиняются по 357 статье Уголовного кодекса. Это заговор или иные действия, совершенные с целью захвата госвласти. По этой статье режим Лукашенко расправлялся с неугодными, начиная с 2020 года. За последние 4 года по этой статье было осуждено 67 человек, половина из которых заочно, сообщают правозащитники. 25 белорусов по этой статье брошены за решетку. Неудачным оказалось возвращение на ринг для легендарного боксера Майка Тайсона. Он проиграл свой первый профессиональный бой за последние 19 лет. А удалось так подпортить карьеру Железного Майка Джейку Полу, 27-летнему блогеру-боксеру, который при этом одержал свою 11-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении. Пол и Тайсон держались 8 раундов, а уже после судьи единогласно вынесли вердикт: легенда бокса проиграл. BBC уточняет, что поражение в поединке с Полом стало для Тайсона 7-м в карьере. 50 боев он выиграл, из них 44 нокаутом. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.